Теперь хочу немножко рассказать о подстригании волос перед тем, как делать эпиляцию. Вот хотите мне верьте, хотите мне не верьте. У меня есть ножницы, я ими открываю ящики. Но я еще в своей жизни никогда никому не подстригала волос. И всегда прошу, девочки и мальчики, вы идете ко мне, пожалуйста, не трогайте волос. Я не знаю, как близко к телу вы его возьмете и срежете. А потом воск не возьмет этот волос, и мы будем ждать до следующего раза, пока он вырастет. Ничего страшного здесь нету, если вы нанесли вакс, даже пусть будет вот такой волос. Нету проблем. Вы нанесли воск, как полагается, наложили тряпочку, как я вам показывала раньше, и сорвали. Просто силы надо больше, надо резким движением сорвали, все вышло. Корень вышел, вы красавцы. Что еще хочу сказать по этому поводу? Очень многие девочки приходят ко мне на депиляцию и говорят: вы знаете, вот мы были у мастера в прошлый раз, она сказала, что у меня очень тяжелый волос на ногах, и его просто невозможно снять ваксом. Она мне посоветовала положить крем для удаления волос. Ну, вы уже можете представить, что это такое и что это вообще за ваксовая депиляция. Тут сниму, тут не сниму, тут побрейтесь, а тут подстригитесь. Это что такое? Это как вас учат? Вы же школы заканчиваете. Вы платите за школы по 35, по 40 тысяч. И вам рассказывают, что это жесткий волос. Так я не понимаю, для чего тогда идти ваксовой депиляции делать? Идите тогда кремами, снимайте волосы, все в порядке, и будете мастера великие. Никогда, девочки, не делайте этого. Никогда. Если что-то вам непонятно, всегда позвоните к мастеру. К любому, если нормальный мастер, он вам объяснит, это делать нельзя, это делать можно, а вот это постарайтесь так, а это постарайтесь так. Дома я тоже не советую вам это делать, потому что сегодня вся эта индустрия выстроена на зарабатывании денег. Значит, продаются какие-то стрипы, намазанные ваксом. Вы приходите домой, вы начинаете их лепить, потом вы их не можете отлепить, потом вы целый день сидите дома, потом после всего у вас на бикини-эрии полным-полно этого вакса, а у вас через час свидание, и вы не знаете, что делать. А может, у нас будет секс с моим мужчиной, а может, не будет. Ну, пока у меня здесь вакс, я не знаю, чем его снять. В общем, короче, это целая эпопея. И она идет, и идет, и идет. Если бы так было все легко, не было бы так тяжело. Я не советую никому покупать в аптеках эти ваксовые тряпки. Я даже не знаю, что это там такое продается. Мы бы не учились по столько лет, если бы это было так легко сделать дома. Если бы вы посмотрели, сколько испорченных кож, так самое интересное не в этом, а самое интересное в другом. Вы не понимаете, открывается пора, и через пору вы можете внести любую инфекцию. А потом эта инфекция, чтобы ее вылечить, будет гораздо дороже вам стоить, чем прийти и сделать нормальный вакс. Я не говорю за себя. Вы можете к любой девочке пойти, кто вам нравится, любой мастер. Но, в принципе, если я рассказываю с давнего своего экспириенса. Вопрос. Пожалуйста. А если, предположим, я уже умею работать ваксом, и я хочу себе дома, сама себе сделать, это, возможно или нет? Ну, смотря на какой части тела. Угу. Теперь вопрос у меня к тебе. Угу. На какой части тела ты хочешь сделать вакс? Усики. Ну да, или это брови. Да, усики. Но брови я бы не советовала, потому что надо все-таки найти такую
позу и закрыть один глаз для того, чтобы вторым сделать. А Не- ноги, нижняя часть? Да, это можно, если есть какой-то experience в этом. Можно, да. Да, спасибо.